Угунь и тяфунь, дорогие мои совята. И сразу спойлер, это видео посвящено вам, а точнее одному очень интересному совенку. Как вы знаете, я очень люблю и ценю ваше творчество. Я стараюсь сохранять абсолютно все, что хоть как-то касается моего творчества от вас. Вон, даже недавно группу с вашим фан-творчеством отбацала в Телеграм, на которую можно подписаться, кстати. Что только не видала я среди своего фан-творчества. Арты, рисунки на бумаге, куклы ручной работы, фанфики, в какой бы форме они ни были, лепка из пластилина и даже валяние из шерсти было. Фан-творчество эфира разнообразно. Но есть еще кое-что, то, что мы так все любим. Музыка. Среди всех совят нашелся и такой, который просто заслуживает отдельного титула, ведь он написал мне музыку. И не просто одну композицию, а целых 11 штук я насчитала. Зовут этого совуля Пламя the Hedgehog, он же Flame, или же Fantastic Wizard. И о его творчестве как раз сегодня и пойдет речь. Сегодня я хочу вам рассказать о его творчестве, ну и высказать свои комментарии по поводу каждой из композиций. Полетели! Буду я о треках говорить в разнобой, так что не обессудьте. Тема лагеря черной мести. Трек довольно насыщенный, атмосферный и ритмичный. Вот честно, он действительно подходит рабочей сплоченной обстановке лагеря. В целом, трек хорош. Его, конечно, не поставить на фон под любую ситуацию в LCM, но в целом автор музыки действительно уловил даже по отрывочным образом лагеря мести его настроение. Однако, это не первый трек автора в попытке отразить атмосферу LCM в музыке. У этого трека был еще предшественник с аналогичным названием. К сожалению, на сегодняшний день я смогла его откопать только в своем амино-сообществе, ведь с ютуба он каким-то чудом испарился. Сперва я немного недооценила этот трек из-за довольно отталкивающего начала, однако уже сейчас понимаю, что как раз такие металлические, тяжелые, как будто по стеклу проводят чем-то железным звуки, реально как отражение характера и душевной злобы Revenge. Как по мне, этот трек больше связан именно с Revenge, чем с лагерем в целом, ну и его можно было бы использовать как опенинг в начале комиксов. Полетели! Еще один трек, связанный с LCM, но уже не совсем. Здесь в основу легла моя фразочка, которую я говорю в каждом видео и даже в этом. Ну ладно, раз ты так хочешь услышать ее еще раз в середине видео, получи. Полетели! Музыка ритмичная, начало пускай и немного на мой вкус странноватое, но в целом музон реально кочевый. Его даже можно поставить на фон во время какого-нибудь обзорчика. В общем, пупер обобряем. Также нельзя стороной обойти и тему под названием «Эфир». И тут я даже не знаю, как и прокомментировать трек. Эмоции у меня смешанные. Вроде и похоже на атмосферу самого эфира в целом, но в то же время что-то в нем есть такое, что не окончательно позволяет сказать, что тут прямое попадание в атмосферу. Скорее всего, дело в басах и динамике. Однако, я в целом склоняюсь больше к тому, что автор все же попал в точку, чем нет. В любом случае, мелодии подобного типажа мне нравятся. Такую даже можно как-нибудь поставить на задник какого-нибудь разговорного ролика. Многим моим советам понравился персонаж Снупи, и автору этих треков тоже. На живые мысли Снупи очередная трек-дорожка, которая просто пропитана эстетикой. Флейм просто на интуитивном уровне чувствует нужную атмосферу.
Трек ритмичный, прям появляется сразу в голове картинка со Снупи с крутящимся ножом в руках. Хотя, секундочку. Опа! Опа! Все ж таки Снупи у нас прямиком из конца 19 века. Вот так вообще найс. Есть еще одна композиция, на данный момент самая свежая. Снупи Бласт. Еще один музон, посвященный этому герою. Но скажу я так, как лично я слышу данную композицию. По моему мнению, именно эта композиция скорее является вообще атмосферой всего LCM. А также это может быть просто ошишенной темой для каких-нибудь ответственных моментов, настроением бурной работы и даже для каких-нибудь небольших боевок. Боже, едите мою сову, я так уже себе голос посадила, пока я записывала до этого момента. О боже, дожить бы до конца ролика. Потерянные воспоминания. Вот эта музыка меня действительно зацепила. Из всех композиций на момент снятия ролика лишь это появлялось в моих видео. А конкретно это как раз пришлось к месту в одной из моих попыток замутить комикс по LCM, где как раз у Кукушкина была стерта память. Вот вовремя и к месту был написан трек. Да и отличается этот трек от всех других именно своей спокойной мелодией. Сразу представляешь себе спокойный вечерок, умиротворяющее неведение, которое тут же разбивается следующей композицией. Я вспомнила прошлое. Трек сразу погружает в тревожный ритм. Прям чувствуется, будто в голове возникает куча ходов мыслей и буря эмоций. Опять-таки идеально подходит под напряженные моменты. Антарктическая паника. И вот не знаю, что автора так зацепило в этом видео по LCM, ведь оно было даже не комиксом, а простым коротким приколом. Но этот мем про Антарктиду дал жизнь целым 2 трекам. Да, я прям заметила, что почти все треки можно разделить по парам на каждую тему. Но возвращаясь к музону, скажу, что он просто прикольный. Но именно благодаря этому треку я что-то подумала и решила все-таки включить небольшой филлерный комикс в сценарную ленту повествования LCM. Так что, если этот проект продолжит свое существование и вы доживете до этого момента, то ждите комикс про Антарктиду с названием «Самим каким поймете». Но вообще, мне мелодия из этого трека почему-то напоминает саундтреки из Geometry Dash, что просто пробивает на слезу ностальгии. А что если лед и пламя? Этот музон, признаюсь честно, сразу зацепил меня и с первой ноты завоевал мою любовь. Конкретно этот трек я реально заслушала до дыр. Хоть автор и попадает в большинстве своем в нужную атмосферу героев, но тут, так сказать, промахнулся. Видимо, Флейм зацепила то, что в том самом приколе про Антарктиду Кайли была с огнем. Вот и родилась такая заигрывающая музыка. Я даже не знаю, как описать ее. На мой взгляд, данная мелодия больше подойдет для описания атмосферы деревни Горгайс из вселенной класса фриков, тоже покрытую сплошь льдом. Эта музыка похожа на этническую музыку племенных народов, причем именно северных.
Послушайте этот отрывок. Лично мне он напоминает звук варгана. Может, именно поэтому мне этот трек так и запал в душу. Говоря уж о фриках, можно выделить гордый и одиночный трек «Пришло время фриков». Это единственная дорожка-тема, посвященная классам фриков. И знаете, со своей задачей темы она справляется просто превосходно. Неброская, мелодичная, которая не перевозбуждает зрителя и не отвлекает от действий на экране. Для, так сказать, будничных действий класса тема реально подходит. Ну и напоследок я припасла самое вкусненькое и разрывное. Вот этот трек я заслушала на повторе миллион раз. И с одной стороны, трек вроде не передает никакого эфирского настроения и не отражает никакой его части. Но вы послушайте эту мощь. Мы в эфире. Самый первый трек, который написал Flame для меня. И именно он больше всех оказал на меня огромное эмоциональное потрясение. Как и говорила, его сложно приписать на первый взгляд к какому-либо понятию эфирского творчества. Он ошишет динамический, мощный, в нем так и чувствуется бурлящая энергия. Когда его слышишь, невольно у самого в голове возникает целый поток беспокойных и гениальных мыслей. И именно этот фактор и зацепил меня. При прослушивании трека во мне будто что-то щелкнуло, проснулся деятельский азарт злого гения. Почему-то мне на ум сразу приходит такая локация из LCM, как моя подпольная лаборатория, а также сюжетная арка с ней. Этот трек идеально подходит для кульминационных моментов в сюжете. Именно в таких случаях динамика не перетягивает на себя внимание, а наоборот фокусирует зрителя и придает значимости, а местами тревожности. А также он идеально подходит для подъема внутреннего духа и задает ритм активной работы. Ну и вот такие треки от Plamia the Hedgehog. Обращение лично к автору. Ты очень талантливый творец. Ты считываешь атмосферу и настроение превосходно. Твоя музыка это идеально отражает. Я вообще не понимаю, как это возможно. Лично для меня все музыканты подобны богам. Самый сложный в мире язык, как я считаю, это язык музыки. Ведь он напрямую переплетается с чем-то более высоким, чем просто умением выстроить в ряд набор звуков. Как бы я сама сильно не мечтала тоже связать себя с миром музыки, у меня совсем ничего не получается. И я нереально рада, что ты смог овладеть таким наисложнейшим талантом – писать собственную музыку. Продолжай и дальше творчески развиваться, не только в этом направлении, но и в других, которые тебе нравятся. Рано или поздно твои усердия обязательно принесут тебе успех. Ну а с вами была Рика Эфирка, вы были на канале Эфир, и до связи! Замерзать, я чуть не сдохла, пока это записывала. У меня голос из-за херги осел звездец. Я чуть 2 раза не задохнулась, пока этот ролик записывала. Будь хороший, Савуник, поддержи меня и Пламя своим лайкосиком и комментарием.